Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на наш канал! Сегодня мы готовим свиную вырезку в духовке. Посмотрите на нее, сочная, ароматная, нежная. Мясо выглядит очень аппетитно и буквально тает при нарезке. Такая вырезка идеально подходит не только для горячей подачи, но и для холодных мясных нарезок, бутербродов или салатов. Это один из тех рецептов, который требует минимум усилий, но результат получается по-настоящему ресторанным. Давайте посмотрим, что нам понадобится. Свиная вырезка, оливковое масло, соль, черный перец, чесночный порошок или свежий чеснок, сушеный тимьян или розмарин и мед. Сначала смешаем сухие специи. Добавляем соль, черный перец, чесночный порошок и сушеный тимьян. По желанию можно использовать розмарин или даже сочетание этих трав. Перемешиваем. Аромат специй сразу начинает раскрываться. Теперь подготовим мясо. Наливаем немного оливкового масла и мед и аккуратно распределяем его по всей поверхности вырезки. Масло поможет специям лучше закрепиться и сделает мясо более сочным. Теперь добавляем нашу смесь специй и хорошо натираем мясо со всех сторон. Это очень простой рецепт, но именно правильная подготовка делает мясо нежным, ароматным и невероятно вкусным. Теперь берем лист пергаментной бумаги и кладем на него нашу вырезку. Добавляем немного жидкости рядом с мясом, буквально несколько ложек воды или бульона. Это поможет сохранить влагу во время запекания. Аккуратно заворачиваем мясо в пергамент, формируя плотный пакет. Затем дополнительно заворачиваем все в несколько слоев фольги. Так мы сохраняем тепло, влагу и весь аромат внутри. Отправляем мясо в духовку. Готовим при низкой температуре около 135 градусов Цельсия примерно 45-60 минут, в зависимости от толщины вырезки. Медленное приготовление делает мясо особенно нежным и сочным. И вот оно готово. Аккуратно разворачиваем пакет. Посмотрите, какое красивое мясо получилось. Нежное, сочное, ароматное, с легким ароматом трав и специй. Это действительно один из самых простых способов приготовить идеальную свиную вырезку. Минимум подготовки, несколько простых ингредиентов, и все остальное за нас делает духовка. Такое мясо можно подавать горячим, а можно полностью остудить и нарезать тонкими ломтиками для бутербродов, салатов или красивой мясной тарелки. Спасибо, что были с нами. До скорой встречи в следующем видео. Пока-пока.